Всем привет! Сегодня у нас выходной, и по выходным, по традиции, у нас блинчики. У меня это не просто блинчики, это даже как ностальгия по детству. Ведь блинчики у нас идут от мамы. Мама каждое воскресенье нам пекла блинчики. Теперь я, конечно же, эту традицию переняла в свою семью и пеку каждое воскресенье блинчики. Блинчики пеку на своем наследстве. Когда-то мне эти сковородочки подарила моя бабушка, мамина мама. Они чугунные, я на них только пеку блинчики. Вообще, вот такие сковородки, представляете, я ради них даже купила обычную плиту, не индукционную, а обычную, потому что так люблю блины именно с этих сковородок. Сковородки классные, даже если они когда-то перестают... На них перестают жариться блинчики. Я насыпаю соль, нагрела, почистила, и отлично. И даже у меня чапальник, смотрите какой. Сейчас такой уже, наверное, и не найдешь. Тесто блинов, наверное, как у всех. Самый наипростейший: литр молока, 100 грамм масла, там столовая ложка или 2 сахара, чайная ложка соли. Идеальный, конечно, рецепт, я люблю, но я делаю на форверке. Мне, кстати, многие спрашивали, что ты готовишь. Раньше, кстати, я на форверке готовила много. Но потом ребятишки мне так аккуратно намекнули: мама, это было очень вкусно, но, пожалуйста, больше суп на нем не вари. Поэтому в основном рублю, когда мне надо что-то заморозить, делаю тесто всякие разные, варю иногда рис или готовлю на нем манты, но в основном тесто. Вот на блины я как раз делаю на нем очень быстро, буквально 1 минута, и тесто готово. Рецепты у меня идет литр молока. Чем мне нравится еще форверк, надо мне 100 грамм масла, я весы выставила и налила. Вот еще чем меня подкупает форверк. Литр молока я не взвешиваю, просто выливаю. Обалденная, конечно, эта штучка. Особенно, когда мы ее купили лет 16 назад, как раз ребятишки еще были маленькие. И кашки, манные кашки, рисовые кашки. Мы, кстати, по воскресеньям до сих пор варим на ней кашки. Дальше по рецепту идет 4 яичка, 100 грамм масла. Вот у меня весы, я сейчас выставляю на ноль и сразу наливаю. Рецепт у меня в голове, потому что я каждое воскресенье пеку блинчики. Моя семья любит и с маслом, и со сгущеночкой, и с творогом. Значит, кладу 2 ложки сахара. Мои любят сладенькое, ну не с горкой, вот нормально кладу. Чайную ложечку соли. Так, соль у меня в шкафчике. Здесь у меня, там в шкафчике у меня все мои сокровища, приправки всякие, ну и полотенчики, конечно. Чайная ложечка соли. Тоже ложу без большой горки. Так, и у меня идет сразу 400 грамм муки. Я также ставлю на нолик и накладываю. Это намного проще, чем, конечно, взбивать руками. Ой, салют был только что из муки. Все это дело закрываем. Сейчас будет немножко громко, и 1 минутка. На скорости, я где-то на скорость на 5 ставлю 1 минутку, чтобы мука и молочко хорошо размешались. Тесто у меня уже готово, надо быстренько поставить сковородочки, чтобы они разогревались. Я пеку на 2 сковородках, так намного быстрее. Тесто готово. Я говорю, с этой форверком тесто просто получается всегда изумительный. Хоть на пирожки, хоть на чебуреки, хоть на блины, хоть на торты. Правда, я не все торты делаю кухонные на этом форверке. Тесто обалденное. Смазываю сковородочки немножко маслицем, прям чуть-чуть, чтобы они тоже начинают нагреваться. Сейчас они нагреются как следует, и на хорошо разогретых сковородках я буду печь блины. Вы не представляете, как это вкусно. А еще, когда я думаю, что это сковородки бабушкины, мне кажется, блины получаются еще вкуснее. Моя семья любит и просит каждые выходные. Я проверяю, нагрелись ли мои сковородки старым дедушкиным способом. Смотрите. Все, шипит, значит готово. Будем начинать жарить. Ой, сейчас как нам будет вкусно. Я блинчики смазываю маслицем, поэтому отрезаю кусочек масла. Сейчас я его растоплю, как всегда, в микроволновке, 30 секунд, и будем смазывать блины.
блин я целиком не смазываю, потому что будет сильно жирненько. Я смазываю только пол блинчика, накрываю второй половинкой, и это получается очень вкусно. Блинчики получаются очень зажаристыми, такими пористыми. Посмотрите, какая красота. Ой, сейчас намажем их, и будет красотища и вкуснотища. Также завернем творожком. Я весь блинчик не мажу, только краешек, половина блинчика, потому что моя семья на меня ругается, что очень жирно. А так я слегка намазала, сложила, маслица разделилась на весь блинчик и складываю, сразу красивенько укладываю, чтобы моя семья могла есть красивые блинчики. И продолжаем заворачивать блинчики. И сейчас еще сделаю творожочек. Творожок тоже делаю очень простой, но я его делаю с ванилинчиком. Мне так очень нравится, когда блинчики, творожок внутри с ванилинчиком. Закручиваю в трубочки. Ой, как это вкусно! Сегодня у нас будет шикарнейший завтрак. Я тут пока по-быстрому готовлю блинчики, надо как можно быстрее, потому что меня уже ожидает семья. Ну вот, я перепекла все блинчики. Это все, что осталось с литра молока. Сыночек уже подъел и убежал. Я всегда блины делаю с творогом, потому что просто так творог семью не заставишь кушать, а в блинах улетит запросто. Я беру самый обычный творог, какой набрала для семьи, они не съели, выкладываю в мисочку, обязательно кладу пачку ванилина, обязательно, знаете, блины тогда такие вкусные, вот прям невозможно. Я вот всегда кладу в творог пачечку ванилина. Всегда немножко присаливаю, прям немножко присаливаю. Сахарок, конечно, кладу, 4 ложки всегда кладу. Это получается у меня такие сладенькие блинчики. Вот 4 ложки. Ну и, конечно, сейчас многие опять меня будут критиковать, я ложу сырое яйцо. Оно столько шума наделало в толченой картошке. Хотя, когда яйцо разбиваешь в горячую картошку, она штука сварилась, лилась, ты ее туда разбиваешь, она тут же сваривается, но люди почему-то возмущались, не поняли. С творогом, думаю, будет сейчас точно так же. Я всегда ложу внутрь сырое яйцо. Сейчас я перемешаю это все хорошо, заложу в блинчики, покажу вам, и обжарю на маслице, на сковородке, и яйцо опять схватится. И никакого сальмонеза, как меня все пугают, не будет. Я вообще из деревни, я сырые яйца вообще не боюсь. Я как вспомню, родители и теляткам давали, да мы сами просто били солью и макали хлебом. Это было так вкусно всегда. Если честно, я продолжаю это кушать и сейчас. Это не знаю, почему все так боятся. Хотя я, например, в своей жизни своих родных не сталкивалась никогда с этой болезнью. Хотя яйца мы кушаем очень много. Выкладываю в мисочку, у меня есть и как крем-творог, и такой. И вот я брала даже с русского магазина творожок, тоже сюда. Весь выкладываю обязательно. Если я маслицем смазываю блинчик с изнаночной стороны и закрываю, чтобы красиво в тарелочке смотрелся, то если я делаю блины с творогом, я всю эту партию блинов переворачиваю и творог закладываю уже вот сюда, в более зажаренную сторону. Сейчас покажу. Беру творожочек, кладу, заворачиваю обязательно, чтобы не вытекал со сторон. И хорошо в трубочку вот так заворачиваю. И уже в таком виде буду выпекать. Это, блин, как это вкусно. Мы это любим, семья моя вся любит, блин. Он такой вкусненький, обалденный. Сейчас еще обжарим на маслице. Ну, совсем чуть-чуть прижариваю. Нет такого, что... Творожок у меня, конечно, сегодня чуть-чуть жидковатый. Конечно же, творожок лучше брать домашний. С домашнего творога, конечно, блины намного вкуснее. Но мы исходим из того, что есть. Это у меня творожок, который я брала ребятишкам на завтрак, но они не скушали. И теперь я его вот так даю ему вторую жизнь. И будет очень-очень вкусно. Сегодня это все уйдет на ура. На раскаленную сковородочку кладем кусочек маслица. Вот у меня сковородочка уже даже перегрелась. Сейчас я быстренько. И слегка будем обжаривать наши блинчики. Прям слегка я их прижариваю.
и это будет очень-очень вкусно. Я забыла вам рассказать секрет. Чтобы обжарить на масле, чтобы масло не горело, капельку льем подсолнечного масла. И тогда наше масло так гореть в сковородке не будет. Ну вот, мои блинчики готовы. Мы будем садиться завтракать. Сынок уже позавтракал, убежал. Очень вкусный рецепт, очень. И очень быстрый, легкий, и всегда удачный. Поэтому от всей души рекомендую приготовить.